Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались нашего сегодняшнего выпуска в прямом эфире. Игорь Мосейчук. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей. Спасибо большое, друзья, за то, что ждете, пишите комментарии, участвуйте в вопросах. Вообще, в принципе, за то, что вы есть. И большое спасибо за то, что ставите лайки, не забывайте. Формат прямого эфира традиционен. QR-код возле меня, возможно, задать вопрос. Это будет первый в очереди вопрос. И никого не дожидаясь, он появится на экране для сессии вопросов и ответов. Также закрытый клуб Шелеста в телеграм-канале. Там тоже есть возможность задавать вопросы, оставлять их заблаговременно. И сообщество YouTube. Традиционно, открыто, полностью. Пишите, люди уже оставляют. Если что-то не успеем пройти, то Игорь Владимирович возьмет эти вопросы для своей рубрики «Ответы на вопросы» на его канале. Поэтому подпишитесь на Мосейчука тоже. Начнем, пожалуй, так сказать, с чатом обязательно будем общаться. Но начнем прямо сейчас, не только в конце, а вот прямо сейчас. Значит, русский язык для Украины – это опрос нашего сегодняшнего эфира. Угроза, неизбежность, линия раскола, дутая тема, отвлекающая от реальных проблем. Вот такие 4 варианта. Голосуйте, что думаете вы. Дутая тема, отвлекающая от проблем. Ну, то есть вы сразу сходу последний вариант. Смотрите, Александр, я хочу акцентировать внимание на том, что надо прекратить жить в нарративах конца 19 и 20 всего столетия. Мы уже перешагнули в 21 столетие, и чем больше языков человек знает, тем лучше. Надо ли знать родной язык? Надо. Ну, безусловно, надо. А какой родной? Подождите. Для меня украинский. Нет, подождите. Здесь очень важная вещь. Когда мы оперируем понятием «родной», мы же, реально, там, венгров навязываем. Тот, которым родители разговаривали. Ну, то есть, венгры, болгары, вы же понимаете, то есть, есть армяне, Я еще раз говорю, азербайджанцы. Родной язык, в моем понимании, это тот, к которому народу ты принадлежишь, которым твои родители разговаривали. Это мое понимание. Для меня родной украинский язык. Благодаря Шелесту, кстати, я улучшил русский язык, потому что я давно на нем не разговаривал. Помните вот это? Я бы русский выучил только за то, да? Давайте без этого. Я хочу просто сказать, понимаете, когда нас пытаются в 21 столетии затолкнуть в парадигму наукового товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка, которое зародилось в 1800, в конце 19-го. Я извиняюсь дико, у меня к этим людям вопрос. Тогда это было гиперактуально. Тогда. Но сейчас 21 столетие. Посмотрите вокруг. Люди занимаются IT-технологиями, новыми промышленными, медицинскими технологиями. А вы пытаетесь весь народ, всю нацию запихнуть назад в 19 век. Так тогда это была борьба за этническое самосознание людей, которые вырывались с империи. А сейчас вы что делаете? Как что? Воюют с империей. Собственно, мы с этого начинаем с вами. У нас есть много очень других... Александр, буквально одну тезу. И дальше пойдем это самое. Ирландия. Мы с вами когда-то разговаривали, вы знаете, там у меня друзья, я люблю посещать эту страну. На момент обретения независимости на ирландском языке, на ихнем, разговаривало 3-5%. Сейчас разговаривает 15%. Всего-навсего. 85% разговаривают на английском. Как у нас сказали бы, на языке оккупанта. Смотрите, я почему начинаю с этой темы. Никаких проблем.
языковых в середине Ирландии нет. Смотрите, подход Внимание, понятен. первое место страна по ВВП в мире. Подождите, подход понятен. Все как бы ясно. Даже вот вы говорите технологии, сейчас уже придумали эту штуку активно в ТикТоке, куда, кстати, сегодня вернулся, ну, сегодня-вчера вернулся Трамп, говорит, я вам вернул ТикТок, любите меня, ставьте лайки. Значит, активно вообще форсится вот эта тема, ну, кто увлекается, кому по алгоритмам попадается. Сейчас вообще такие есть наушнички, одел наушничек и все, и слышишь речь, перед тобой стоит китаец, там, на своем лопочет, а тебе девушка красивым русским языком великолепно все переводит в режиме онлайн, ты не имеешь никакого языкового барьера, это понятно. Я почему эту тему поднял? Александр, у меня, я открою тайну, у меня на все каналы, в том числе на ваш Телеграм, стоит кнопочка, ну, заранее стоит, перекласти на українську. И я читаю Шелеста на украинский мове. То есть, Нормально. смотрите, тут какой? Проблема не в использовании языка. Почему я с этого начинаю? Значит, всех, конечно, раздухарил в начале недели, после обстрела Львова, Капранов, единственный, который живой остался из двух братьев Капрановых, он тогда написал, смотрите, ищите, мол, связь. Русскоязычным становится Львов, и русские ракеты летят по Львову. Сегодня он вышел, по-моему, в Великий Львив или куда-то, в общем, объяснил свою точку зрения, но получилось не очень. Получилось как бы так, и он, в принципе, это утверждает, что Украину надо больше обстреливать, чтобы все как можно больше перешли на украинский язык, мол, тогда русскоязычных Россия не будет защищать. Обстрелов хватает, обстрелы ужасные, инфраструктура рушится, но смотрите, как разбитые поезда, подстанции, люди в шостке, готовящие еду на кострах, и не только в шостке, кстати, как они вот, ну, вы говорите, не отбрасывайте нас в 19 век, не, отбросят дальше, в каменный. Ну, Александр, да, если идти по этой парадигме, которую предлагают возвращаться в 19-й, то мы уже вернулись в руину. Ну, если говорить о государственности, о состоянии народа, о людях, о рождаемости и так далее, мы вернулись в руину средневековую. Ребята, статистика рождаемости говорит о том, что она упала до уровня руины. И фактически у нас и есть руина. У нас руина экономическая, у нас руина государственности, у нас руина в образовании, культуре, у нас руина повсеместно. Повсеместно руина. И сейчас у нас вот попытки. Вот я слушаю разных там, ну, спикеров, да, там, что я всех не могу, конечно, прослушать, но такие отрывки там интересные слушаю, и мы должны отказаться от землянки УПА, говорят одни, а вторые говорят там геть колпака и всех там, ну и так далее. Ребята, остановитесь, и одни, и другие, вы же похожи зеркально между собой. Только одни одно, ну, говорят, а другие другое. А я предлагаю очень простой, элементарный вариант. Землянку Колпака и схрон Шухевича отдать историкам на изучение, а самим жить, развиваться и строить страну в 21 столетии. А если вы хотите находиться и выяснять, что круче, землянка через схрон, ну, грубо говоря, то закончится это руиной, крахом и вообще уничтожением страны, к чему, в принципе, нас подталкивают. Что касается... Вот, нам же сейчас продают, выходит вчера Владимир Александрович Зеленский и на голубом глазу говорит, мы бьем своими фламендичами по там России. И бьем мы успешно и так далее, и так далее. Параллельно выходит Трамп
и тупо стебется. Второй раз, первый раз, похлопая по плечу, вы возьмете с Европой Москву, а второй раз говорит, я томагавки передам. Все, я принял решение, только расскажите, как вы их использовать будете. А, А что это за стёб такой? Объясните, пожалуйста. а сейчас Ну объясню. что, не понимаю. Там даже, кстати, Медведев вышел и написал, что, судя по всему, будут использовать их по Берлину, по Парижу. Ну, тоже так он сюморил, конечно, сострил, но по сути это так и есть. Смотрите, давайте вот две вещи возьмем. Когда Трамп это все сказал, для любых, ну, для людей, которые разбираются маломальски или читать, ну, научились, было понятно, что это стёб. Но вылазят эти, ну, Зеленский, само собой, и вот эти вот глобалисты европейские, и там, о, наконец-то Трамп дает там. У меня чисто технических несколько вопросов. Первый. А корабли и подводные лодки в степи Украины он тоже дает? Дело в том, что ракеты «Томагавк» запускаются только с корабликов и подводных лодок. В мире существует всего две, они в США находятся, две установки, произведенные в 2023 году, то есть это новейшие американские технологии, по запуску томагавков с Земли. Ну кто поверит, что эти установки сейчас вот прямо передадут Украине? Да никто. Потому что даже самолеты, те, которые нам дают, и на которых стоят вещи, выпущенные после 2020 года, эти вещи с них снимают с самолетов. Понимаете? Чтобы технологии ВПК США не попали там россиянам, не были проданы россиянам, ну, не были проданы колумбийцам, да я не знаю кому, понимаете, потому что у нас же я сегодня открываю новостная лента, я думаю, вы обратили внимание. Нью-Йорк Таймс, аудит, все, 4,5 миллиарда, куда делось, ну, на закупках, да, снарядов, того всего. Я сижу, думаю, ну, а мы вообще-то с Шелестом год назад это обсуждали. Они аудит провели. Ну, смотрите, тут же как, вчера Зеленский запустил экспорт оружия из воюющей страны. Видимо, оружия достаточно в Украине, воюются неплохо, на передовой успехе можно экспортировать куда-нибудь. Да, только тут вот заканчивая мы об обстрелах, да, говорили, фламиндищах, вот этих вот экспорте, да, сейчас говорить. Ну, во-первых, это понт, а во-вторых, и что самое страшное, нам лгут, нам лгут. И я предлагаю не пропагандой, не штампами пропагандистскими говорить, а реалиями, правдой. А реалии следующие. Попадают ли украинские дроны, вернее не украинские, а запущенные с Украины дроны, собранные там, может, и в Украине или на заказ Украины, попадают ли они по российским НПЗ и другим объектам инфраструктуры? Да, сегодня Попадают. В Нововоронежскую АЭС в охладитель попали, да? Попадают. Попадают. И смотрите, что мы наблюдаем, Александр. Вот поражено НПЗ там, поражено НПЗ вот там, поражено НПЗ вот там. Ну, все, НПЗ закончились, ну, в России. Вопрос только в том, что переводя на язык военно-технический, одним дроном ударить по НПЗ, это все равно, что подойти и перочинным ножиком слона уколоть. Почему? Потому что НПЗ занимает любое, и в Украине, и в России, ну, они же одинаковые, да, по структуре, занимает, ну, от 10 и больше квадратных километров. По Кременчугскому НПЗ третий год
ну, четвертый, да, сначала широкомасштабный, россияне бьют и никак не добьют. Так у меня вопрос. А один дрон, туда прилетевший, это что? Картинка в инфопространстве Да. для пропагандистов? И дайте денег, ну мы ударим. Эффективность, но зато я наблюдаю, что сегодня ночью шарашат по моей Полтаве, уничтожают депо, железнодорожный узел, логистику. Я понимаю, к чему идет. Ну, то есть это сам. Да, возобновили сегодня. Но завтра ж может шостка случиться. Ну, грубо говоря. То есть не будет ехать ничего на Днепр, на Харьков. Ну, понимаем, да? То есть узел. Ребята, давайте говорить открыто. Там, где не пропагандистскими штампами мы поразили НПЗ, а в ответ нам поразили узлы инфраструктуры, которые мы не способны толком восстанавливать. Это, это ложь, которую нам, народу, продают и рассказывают. Мы имеем успех. В Вы чем? поняли, что вчера произошло? Вчера Зеленский поставил крест на обороне газодобычи. Да. Поставил крест жирный, смачный, зеленый, зеленой пастой, такой навел. Из его брифинга, да, на встрече, то ли с нидерландским премьером, то ли из Литвы, новой вот этой премьеркой, он выходит и говорит: слушайте, ну, мы не можем все защитить. Поэтому поставлена задача иметь деньги и просить у Европы закупать газ, ну, чтобы зиму пройти. Сегодня у Зеленского была Свириденко. И они там говорят: 1,5 миллиарда гривен от тебе, Свириденко, сейчас выделяем, сейчас вот будем, там целые программы, вот давайте. С каждой громадой, чтобы был отчет. И, в общем, будем, так сказать, вот это в ручном режиме, вот это распределять. Я так понимаю, что вы постоянно в эфирах говорите: моя родная Полтавщина, край газодобытчиков, там действительно месторождение газа. То есть я так понимаю, что, в общем, все. Ну, с газодобычей покончено. Александр, тут же, опять же, вот эта вся история, которую нам Зеленский пытается продать с фактическим реверсом газа без использования своего, это, будем говорить, очень простое простое очень решение, которое будет неисполнимое, которое потерпит крах, и через полмесяца он нам будет рассказывать абсолютно противоположное. Помните, я рассказывал у вас в эфире про жесточайший обстрел под моими родными Лубнами газокомпрессорной станции, 52 дрона. Это как раз станция, которая осуществляла подкачку газа в систему, в ГТС, с наших месторождений. Плюс до этого, после этого идет уже сама, добивают газодобычу. Фактически добивают газодобычу, ДТЭКовскую там фактически ее уже нет, скоро не будет, другие там добивают, ну и так далее. Нам Зеленский вчера выходит и говорит: ну все, мы не смогли защитить, внимание, в этот момент, если бы не было кумовства, а нам Зеленский, мы помним, да, обещал, что кумовства не будет, в этот момент, когда он сказал: мы не можем защитить, должны щелкнуть наручники на запястьях его соратника, друга, кума Алексея Чернышова, который кличка Нос, этот известный фигурант дела НАБУ, с чего все началось, да, вот эта же история с НАБУ. И на этот раз
наручники должны защелкнуть, ну, даже не набушники, по идее, а служба безопасности. По причине того, что чистой воды госизмена, ну чистой воды, возглавляя НАК «Нефтегаз», имея деньги, имея соответственное распоряжение, имея все на свете, не построено ни укрытие, ни защиты, ну ноль, понимаете, ноль над узлами газовыми, над всем, ноль всего, просто ноль. Деньги были взяты, отминтичены, и как раз в этот период, это как раз этот период, Александр, появились эти 4 домика в Кончезаспе. По 1000 квадратов, по 500 для прислуги. Злые языки говорят, один для самой Чернышова, второй для Миндича, третий для Аллы Борисовны, четвертый там для Вовы. Ну, вот так вот. Но нам говорит Зеленский вчера, мы не можем все защитить. Ну, конечно, если твой кум украл бабки, которые должны были пойти на защиту этих вещей, то мы не можем. А дальше он выдает, ну, любой, ну, даже не надо быть специалистом в газовой отрасли, ну, и тому подобное. Любой здравомыслящий человек понимает, что газ по воздуху не передается. Он передается по ГТС, газотранспортной системе нашей страны. И неважно, он передается с полтавских домашних месторождений или закупленный там, через Словакию, там, Польшу, ну неважно. Он все равно должен попасть в ГТС. А с ГТС распределиться, ну, споживачам, так сказать, потребителям. Если будут уничтожены узлы, а они уничтожаются методически, в том числе во время обстрела Львовщины, постоянно методически, ну, бьют по этим узлам. Если будут уничтожены узлы, то хоть с Полтавщины, Харьковщины, Венгрии, Польши, да хоть откуда угодно, как он в ГТС попадет, газ. Хоть купит он его, хоть не купит, понимаете, да, о чем я говорю? Но это невозможно физически. Его закачать некак будет. И к этому все идет. Это я говорю, исходя из официальных данных о попаданиях, ну, поражении инфраструктуры газотранспортной системы. О чем? На 1,5 миллиарда, да хоть на 10 миллиардов, если его физически нет. Ну, мы же понимаем, вот есть чашка, вот есть кофе. Если чашка вот там, а вот так наливать, то куда ты его нальешь? Никуда, его некуда будет закачивать, просто нечем куда закачивать. И россияне полностью изменили тактику ударов. Вы же посмотрите, 52 шахета туда, хоп, нету компрессорной, забыли, все, забыли. Хоп, туда 20. Про транспортный узел, ну, забыли. Хоп, туда. То есть они четко понимают, наносят массовые удары, выбивают и ведут к полнейшему блэкауту, не только, а полному энергетическому блэкауту. Зачем? Чтобы превратить Украину в шостку и, соответственно, чтобы люди заставили власть капитулировать. Это очевидно. Это логика войны. Это логика войны. Идет война, ребята, идет война. А нам двигают наши эти пропагандисты зеленые, да и все зеленые гниды из Кабмина, из офиса, отовсюду, они нам двигают и рассказывают, мы попали в НПЗ. Я за вас очень рад. А что делать жителям Шостки и не только Шостки, а потом всей страны, если она превратится, ну, в Шостку?
Они себя в стране не видят. Их не дети за границей, их не бабки за границей, их не имущество за границей. Ну, случится коллапс, ну, свалили. У меня вообще иногда складывается, Александру, впечатление, что они хотят сжечь страну, спровоцировать так, чтобы сжечь страну и замести следы своего мародерства, своих преступлений и так далее. По-другому я не А давайте, воспринимаю. давайте проиграем этот сценарий. Ведь это правда очень интересно. Смотрите, можно, конечно, сейчас мы сейчас перейдем там, да, следим за лентой новостейной, ну, пока Путин не получил поздравления от Трампа, хотя, судя по всему, ну, я как бы так публично не говорил это нигде, ну так, среди знакомых говорил, что, судя по всему, напишет он что-то в этом самом у себя в True Social, то есть поздравит так. То есть звонка там вроде как не ожидают, сегодня там из Кремля говорили. То есть это очень интересно. Там еще там этих внуков Путина там показали, в общем. Ну, в общем, все как бы вот это все фоном всегда. День рождения темнейшего. А ТСН сняли длиннющий социальный опрос по городам Украины, как они его кроют последними словами Путина, чтобы он помер, желают. Это все очень, это такой интертеймент сегодняшнего дня. Сценарий давайте проиграем. Смотрите, я вам попытаюсь сапонировать. Значит, большие очаги гуманитарной катастрофы, где нет света, где нет тепла, да, люди, Газа нет. газа нет, да, люди героически там везут дрова, везут там какой-то уголь, какие-то еще, это Ну, понятно. успели мы, парк Шевченко, понятно, То все есть успели. мы вот и Ну, да. в пункты несокрушимости, так сказать, свозят это все и поддерживают. И смотрите, и народ смотрит, а власть поддерживает. И еще больше хулит Путина. И еще больше укрепляется в том, что нужно идти воевать, и что у нас наше поколение, это украинцев, это вот героическое поколение, которое противостоит такому сопернику. Ну, казалось бы, идеологически понятно, логика. Физически протеста невозможно организовать. Невозможно. Люди разрознены, сидят по своим темным условным этим скворечникам, многоэтажкам или хатам, да, вот этим, которые там по селам или где-то еще. Ну и, собственно, все. Никто не едет в Киев на Майдан, Зеленского никто не свергает, все борются за выживание внутри. Отличная, великолепная история. То есть эта катастрофа политически не свергнет Зеленского. А Это единственное может, что как бы сделать так, что станет дороже Европе. Вот. Вот это уже другая стратегия. не-не-не-не. Смотрите, Александр, ну, давайте начнем вот с опроса, да, этого ТСН. 90% украинцев, а и я в том числе, ответим как? Ответили бы, да лучше бы он не родился, да? Но он родился, это уже произошло, это есть. Есть московский царь. Нравится это, не нравится кому-то, он есть. Надо воспринять реальность. Можно крыть последними этажами, матами, ну понимаем, да, это все? Но он есть. Вот есть. Вот такая вот реальность. Дальше идем. Некоторые, ну, особенно там европейские, российские либералы-оппозиционеры говорят, все изменится, когда умрет. А я задаю всем вопрос, а если еще там энное количество, 10, 15, там, ну не умрет. Вы готовы угольки от страны собирать? Ну, от нашей страны. Молчат. Говорю, хорошо, разобрались с этим. Вопрос тот, который вы мне оппонировали. Такая катастрофа в стране
приведет к обвалу фронта. Почему? Все говорят, что на военных это не у них свое обеспечение, это на них не сказывается. У них старлинки, генераторы. Ну, в общем, все хорошо. А логистика? Логистика. А остатки, ну, это очень, это механизм, это страна. Ну, на самом деле, если начнет накрываться, остановятся поезда. А кто сказал, что завтра по мостам не начнут бить? Понимаете? То есть это серьезнейшая проблема. Давайте говорить. Зеленский, когда вчера выдал вот эту, вы очень правильно обратили внимание, историю с газодобычей, ну, не можем защитить, то завтра он разведет руками и скажет, мы мосты не можем защитить. Тут вопрос один. Нету другого выхода, как переговорный процесс. Нету. И чем дальше, ну, это будет все затягиваться, продолжаться, тем хуже будут условия для Украины. Придется ли на переговорах принимать непопулярные решения? Придется. Придется ли принимать тяжелые решения? Придется. Но вопрос должен стоять так. Хотим ли мы сохранить страну? Хотим ли мы сохранить народ, людей? Потому что народ же, ну, это ж не аморфно какая-то масса. Это конкретные семьи, конкретные люди, конкретные мужчины, женщины, дети. И когда станет вот так вопрос, тогда придется задать друг другу, народу, ну, людям вопрос. Готовы мы на вот такие или вот такие непопулярные решения? Так о каких идет речь? Ну вот смотрите, вы очень сильно издалека, пытаясь врачевать какие-то души. А эти души уже все понимают. Эти души уже четко на кухнях дают себе ответы. Да сдались нам этот Луганск, Донец, этот Крым уже родились поколения украинцев, которые не помнят вообще, что такое Крым. Ну, вообще, что это? То есть, да, там эти Ялту, это Ласточкино гнездо, экскурсии, вот эти Алушту, Севастополь. То есть, какой Крым? О чем вообще, за что идет война? Смотри, вы абсолютно, я не сдалека захожу, я скажу как есть. Зеленский не сделает этого никогда. При Зеленском это невозможно. С Зеленским это вообще не, ну, это не та история, это ну, совершенно другие вещи. Реально, реально сейчас надо понимать, что надо выходить и говорить. Мы готовы остановить войну. Возможно ли ее остановить путем, который предложил Арестович в интервью Собчак? Наверное, возможно, но это будет полнейшая капитуляция. И это будет капитуляция, ну, просто прийти и сказать, вот заберите нас, и все. Возможно ли остановить другим путем? Пока, мое мнение, пока да, с помощью того же Трампа, который находится, вот мы ожидаем, будет поздравление. От Трампа поздравление будет. В каком виде? Но оно будет. Чем дальше, как говорится, в лес, ну дальше, 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 тем меньше шансов использовать и этот переговорный, ну, момент. Потому что дойдет до того, когда Путину уже будет неинтересно, даже и Трампу будет неинтересно разговаривать на тему Украины от слова вообще. Поэтому вопрос выживания страны сейчас – это вопрос времени начала переговоров.
Подождите, давайте проясним картину. Вы тоже за то, чтобы отдать 4 области и Крым? Нет, я знаете за что? Я за то, чтобы остановить войну и начать переговоры. Я бы, допустим, что я бы сделал? Я бы обратился к Трампу и сказал: Дональд Фредович, вы предлагали, а он предлагал, это факт, после Аляски. Вот так, вот так, вот так. Давайте по линии останавливаем, начинаем разговор, начинаем двигаться. Какой алгоритм вы предлагаете, мы предлагаем. Это все Не, вопрос подождите, Игорь, переговоров. извините, что я так ведливо, Игорь Владимирович, извините. Но просто тут, Но я смотрите. понимаю, что у вас в 21:00 будет Не, отдавать будет темпы обязательно, мы новости. поговорим. Нет, мне просто очень важно понять. Ну, вот это вот понять. Смотрите, без экивоков, вот просто. Да. Хорошо, то есть 4 области плюс Крым неприемлемо. Окей, это полнейшая Нет, смотрите, капитуляция. смотрите, Вы говорите, давайте Александр, остановим по стоп, линии, стоп, стоп, но стоп, стоп. то, что мы знаем, что предлагалось остановиться по линии, но Конечно, выйти из конечно. Донецкой области. И Зеленский Смотрите, уперся. смотрите. Этот самый, Александр, я вам скажу еще раз. Я не был участником, я не видел материалов. Я понимаю, что решения будут, в том числе территориальные, очень тяжелые, если мы хотим остановить войну и бойню. Я понимаю, что народ, как вы заметили на кухнях, да, на пределе. Это самое скуханье, оно всегда выплескивается на улицу, это тоже, ну, ни для кого не тайна. Приемлемо, неприемлемо 4 области и Крым. Тут вопрос не в территориях, а в подходе. Вот то, что предлагалось, это была площадка, от которой можно было отталкиваться. Но нашему темнейшему, для разговора с ихним темнейшим, была бы какая-то вот предмет разговора. Но нашему темнейшему никакой разговор не нужен. Ни о чем. Он едет к Трампу, Трамп стебется над ним, говорит: вот с европейцами вперед, 91-й год, на Москву. Степ, просто все ж понимают, что это Степ. А он на полном серьезе выходит, его пропагандисты, он рассказывает, что вот это вот сейчас вот так вот мы не будем, мы будем стоять, мы незламні и так далее, и так далее. После того, как он это сказал, мы потеряли практически 2 района Днепропетровской области. Еще не полностью, но на пути. И на пути дальше. Я дико извиняюсь, друзья, но на данном этапе вы доиграетесь до того, что следующие условия будут еще хуже, а потом еще хуже, а потом вообще никаких условий не будет, кроме капитуляции. Вам скажут: отдайте страну, и все. Понимаете? А зачем ему эта страна? Кому? Путину. Не, ну, Александр, смотрите, у Путина свое видение, он возрождает империю, он понимает, что Киев – мать городов русских, он понимает, в отличие от Арестовича, что русско-украинская культура есть не село, а есть как раз основанием то, что переросло в нынешнюю российскую культуру, в том числе. То есть вот тут вот пуповина. И это самое. И будем говорить прямо, он идет четко к цели. В Украине все меньше и меньше окно возможностей. Пока на сегодняшний момент, Александр, есть возможность выйти хотя бы в ситуацию, ну, плюс-минус Грузии.
ну, нынешний. То есть государство нейтрального, государство, которое имеет взаимоотношения с одними, другими, третьими, государство, которое защищает суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Пытается его где-то возобновить после того, как и у нас его продавали, ну, налево-направо, там по всем столицам мира бегали. Но чем дальше, тем будет хуже. Тем будет хуже. И наш темнейший никогда, никогда не пойдет, потому что после этого будет ответственность. А ихний темнейший, он понимает, что для него это все, вот, ему подыгрывают, ему тупо подыгрывают. Вот он говорит, я согласен был. Ну, Дональд Фредович, я был согласен. Мы с тобой на Аляске говорили, потому что, как выяснилось, на Аляске 90 с хвостиком процентов разговоров как раз по Украине было. Мы с тобой говорили. Я тебе говорил, что этот, ну, киевский темнейший, он, ну, не на что и тебя кинет, ну и так далее. Что он таран. Давайте так, чтобы различать темнейшего, киевского будем называть зеленейший. Хорошо. Что зеленейший, он это самое, он не пойдет на что, ему ни на что не надо, он кидалово, он будет тебе говорить одно, делать другое. Почему Путин не хочет разговаривать с Зеленским? Без толку, потому что. Потому что зеленейший киданул трижды темнейшего. Да, но в результате Микола, Степан и Иван в окопе гибнут, а их дети под бомбами сидят. А этот самый, ну, а ответственность брать, ну, не хочется. Ну, Важный вопрос. Я прошу очень коротко прокомментировать, потому что сейчас еще там пару тем очень важных. Очень важный вопрос. Смотрите. Сейчас идет вот эта вот история с Газой, да, с Хамас. Вроде как там есть очень позитивные сигналы. Они сначала, сегодня 2 года, как совершено нападение Хамас на вот этот фестиваль в Израиле. Ну, такая дата, да, трагическая. И к этой дате мы видим, что все как бы выходит на финишную прямую. Смотрите, 20 пунктов Трампа, 21 Виткофа был, 20 пунктов Трампа. Понятно, что Нетаньяху там играет свою игру. Понятно, что у Хамаса, у арабских стран своя игра. Не просто так хвалит Эрдогана Трамп, ну, на все как бы рупоры. Понятно, что идут к какой-то договоренности, и, наверное, будет такой блицкриг счастья и победы, потужности Трампа. Он закончит войну, по крайней мере, все пожмут руки и скажут, мы сдаем оружие, уходим, хамасовцы, и тут тебе Нобелевская премия, и это все сразу раз, и ап, и Украина в стороне и за бортом. Но я к деталям. Какое у вас отношение? Смотрите, Путин, когда комментировал на Валдае план по Хамас, по Газе, по Израилю, он говорит, ну, нормальный план. Ну, то есть, нормально, рабочая история, можно, ну, как бы так заканчивать войну. Как вы считаете, устроит ли Путина в завершении войны какой-либо формат внешнего управления над Украиной под эгидой ООН, например, одной территории, или всей территории, или части территории, да? Плюс это же снимет всякую ответственность Зеленского. Это Зеленскому тоже вроде как выгодно, чтобы концы в воду, да, и флешку Миндича перепрятать, и чтобы о ней никто не знал, а потом красиво договориться и вывести все. У Путина тоже это зона безопасности, которая контролируется, ну, извне, то есть он договорился, все хорошо. То есть тоже вроде устраивает история, там нет оружия, эту всю демилитаризацию, денацификацию и вот эти все его, ну, в начале 22 года выполнит внешнее управление под эгидой ООН, это будет условием. А потом это все временно, лет там, не знаю, 5-10, и потом возродится нормальное государство, государственность, и все будет хорошо.
Не является ли это, ну, скажем так, компромиссным решением войны, которая закручивается и прям ввинчивается в историю еще более кровавым образом? Это является, ну, в интересах ли это Украины и украинцев? Я думаю, в интересах Украины и украинцев лишиться зеленейшего, чтобы остановить темнейшего. Э, И предложить вариант, что мы нейтральная страна, как у нас записано в Декларации о государственном суверенитете. Мы хотим развиваться, жить. Мы не будем, нам не надо ни тех, ни этих, мы готовы со всеми сотрудничать, работать и так далее. Вот мы такая вот Грузия, грубо говоря. Э, Если устроит ли такое Путина? Ну, я вернусь в 2005, когда Путин ехал в Киев с разгромной речью о киевском режиме. Это ж исторический факт, он сам об этом много говорил. Это ж, ну, не Мосичук, не украинцы, это Путин говорил, что я приехал, вот у меня вот были вот такие ультимативные вещи. Но стараниями Царства Небесное Виктора Степановича Черномырдина, тогдашнего посла Российской Федерации в Украине, стараниями там других людей, пониманием власти, которая пришла в результате помаранчевой революции, пониманием власти. В результате этого закончилось, что Путин порвал эти все пункты, вышел, согласился и сказал: ребята, давайте работать, давайте дружить. И я не раз и у вас, и везде я говорил, что я считаю, что вот с этого выступления Путина по средину где-то правления Януковича, пока клептомания не начала побеждать в умах семьи там и так далее, от до фактически это был золотой период в развитии нашей страны. Потому что были русские деньги, были американские деньги, были европейские деньги, были перекосы, было все было. Но в то же время все работало. Сейчас, Войны не было, да. да, сейчас только вот такой вариант, пока есть возможность Так а кто вам моделировать. сказал, кто вам сказал, что она есть? Ну, это мое ощущение, Александр. Ну, Это просто мое... вот интересно, на чем оно основывается? Почему вы считаете, что есть такая Оно возможность? основывается на позиции администрации Трампа и на тех моментах, которые доносятся с Москвы. Пока существует синергия, но чем дальше, тем больше шансов, что будет вообще уход Трампа не просто там стёб, еще что-то, а он просто вот скажет: все, до свидания, и все. И вот эти вот 4,5 миллиарда, ну, о которых сегодня, да, заговорили, о которых мы год назад, ну, говорили, называли фирмы, все то, что сегодня Нью-Йорк Таймс, ну, напечатал. Аудит, оказывается, он был. Это звоночек. Это очередной звоночек от Трампа. Еще 2-3 вот таких вот публикаций с аудита, да, потом придет какой-то, условно говоря, Рубел, скажет на заседании там Кабмина или на встрече с Дональдом, скажет: вот аудит, вот демократы украли сколько с помощью украинцев, вот, ну, понимаем, да, то есть нарисуют эту мозаику. Трамп встанет и скажет: все, надоело.
И тогда закроется вообще. Тогда будет вариант только один. Тогда будет вариант тот, который вчера презентовал Арестович. Я вот это его слушал, а в глазах у меня была картинка с фильма «Вечера на хуторі близ Диканьки» Селюка Гоголя. Знаете, есть такой Селюк Микола Васильевич Гоголь. Так вот, Селюк Микола Васильевич Гоголь нарисовал там, как арестовичи ползли к российской императрице на четвереньках, целовали туфельки для того, чтобы что-то себе выпросить. Себе. Не народу, не Україні, себе вже ползли. Да, вони були в жупанах, они были с чубами, все, но они ползли на четвереньках, чтобы что-то выпросить. Вот сейчас мы находимся на пути к такому состоянию. Пару вопросов, которые я очень хочу узнать ваше мнение, да, Да. потому что это, я считаю, что это важный момент. Вот вы сегодня Арестович, да, будет 21 час Арестович, там обсудим эту Собчак, обсудим все это все будет Не, очень я интересно. просто предлагаю ему про селюків поговорить. Можно у вас в эфире. Не, это вы просто Про смотрите. селюк, не, это очень важно. Это очень важно. Хорошо, приведите пример городской украинскоязычной культуры. Пожалуйста, Да. пожалуйста. Евген Гребінка. Пожалуйста, этот самый... Не, географически, территориально. в смысле? Санкт-Петербург? Об этом шла речь. Ну, то есть Еще. о цивилизации, о как бы городской культуре украинскоязычной. Вы заметите, я подбираю слово украинскоязычной, не украиноязычной, ну, правильно пытаюсь говорить. То есть городская культура обсуждалась урбанистика, обсуждалась вот эта история. Человек сказал о селюках и селюцкой культуре. Понимаете? Это, давайте, Александр, давайте я дико извиняюсь. Давайте тоже до конца, я понимаю, сейчас будут про урбанистику рассказывать, еще про что-то. Не, городская культура, это термин Уже понятен. приплели, что русскоязычный, украиноязычный. Не-не. Не-не, ребята, не надо съезжать с темы. Украинцы – это не язык. Это кровно-духовная связь. Я еще раз говорю, ирландцы, от того, что они говорят на английском, не перестают быть ирландцами, Александр. Они не перестают быть ирландцами. И не надо делить вот так вот. Как вот Алексей это самое. Я понимаю, что я аплодировал Собчак. Я аплодировал Собчак. Сейчас статью пришьют вам. А хай мне пришьют 2 статьи, но так как она его опустила и показала, что на четвереньках к императору ползет, послушайте, у меня нету к Собчак вопросов, с ней и так все ясно, кто она, что она, почему она и все. А вот к селюцкой культуре есть. И язык тут ни при чем. Язык тут ни при чем. Абсолютно ни при чем. Давайте подведем итоги про язык. Позиция сейчас начинают делить украиноязычно, русскоязычно. Послушайте, там множество людей, выдающихся людей, говорили и на украинском, и на русском. Ну то что? Разделить их на запчасти или как? Ну так делят же. Не, ну послушайте. Делят. Делят. Капранов делит и Арестович делит. Арестович ничем не отличается от Капранова. Это русский вариант Капранова. Понимаете?
Вот и все. Подведем итоги нашего вопроса сегодняшнего, потому что просто в тему, да. С вами солидарная аудитория, там мы почти 9 тысяч голосов получили. Русский язык для Украины это 2% угроза, 14% линия раскола, 38% неизбежность и 46% дутая тема, отвлекающая от реальных проблем. Ну, вот Абсолютно. как это, помните, по геометрии было вот это ЧТД, что и требовалось Притом, еще доказать. раз, притом тему надувает Капранов с одной стороны и Арестович с другой стороны. Вот и все. Прекратите. Отдайте филологам. Давайте жить в Остановитесь! 21 столетии. Остановитесь, помните? Остановитесь. Вот это вот. Эй, какого человека с зубами потеряли, да? Ушел в историю с КАМАЗами или придуманными золотыми батонами и придуманными КАМАЗами. В общем, Ну, по поводу золотого батона. Даю вам точную информацию 101%. Батон был. Дослушайте, Александр, дослушайте. Дослушайте. С фольги. Понимаете? С фольги. а внутри что-то сухое травянистое, да? Абсолютно. А подарил его хозяин Кулинича завода, это самое. Мысок, который он мне лично это в комитете рассказывал. Говорит, ну взяли, надули историю с нифига. Да, значит, друзья, в общем, вот это, кстати, очень важный вопрос. Тут, понятно, можно там... Это мнение Игоря Мосейчука. Пожалуйста, оцените его в комментариях там по поводу раскола, разъединения и так далее. Меня интересует исключительно такой, знаете, утилитарный вопрос. Вы можете объяснить, а что вообще происходит? Вот вчера есть такой товарищ, бывший соратник вышеупомянутого Арестовича, Марк Фейгин, который продемонстрировал фото, видео, долго не буду показывать. Короче, его прокатили на остров Змеиный. Он там взял жменьку гранита, камешков. Как это, помните эта песня «У тебя гранитный камушек в груди»? Взял жменьку гранита, говорит, буду подписчикам разыгрывать, там раздавать, вот это все. Я, если честно, ну, как бы совсем не понимаю этой логики. Вот этой обоймы и этой ставки. Ну, прежде всего банковой, понятное дело. Потому что для него специально, еще раз, это важно очень. Поездка на моторной лодке или на какой-то там лодке на остров Змеиный – это риск. Это риск не Фейгину. Это риск тем людям, которые его туда повезли. То есть какая-то сверхзадача. Какая? Ну, во-первых, я был убежден и убежден сейчас, что Фейгин сотрудник ФСБ. Его вся биография, его все действия говорят именно об этом. Это раз. Поэтому я думаю, опасности для Фейгина не было точно. И я думаю, он как-то убедил, что и для тех, кто с ним, тоже опасности нет. Второе. Фейгин раскалывал и раскалывает украинское общество. Это массовое явление, он там рассказывал стрелять в спины, ну и так далее, тем, кто так голосовал, а так голосовал. Во-первых, ты кто такой? Ну, Фейгин, ты кто такой для нашего народа, чтобы ты нам рассказывал, а? По принципу за того голосовали, за это, ну, я даже заявление подал, и было возбуждено даже уголовное производство по разжиганию вражды господином Фейгиным. Ну, понятно, он потом стал в засосы с Банковой целоваться, с помощью, кстати, Алексея, которого потом обосрал, когда пришел момент, ну, необходимый. Вот. И я вот это, понимаете, для меня вот эта вот поездка на Змеиный – это показатель. Они готовы с кем угодно, как угодно, почему угодно. Потом он что-то скажет не то,
что не понравится зеленейшему. И будет неважно, с кем, как, агент, не агент, выйдут, скажут, мы выяснили. Мы раскрыли. Он же ж там по Сербии с автоматом бегал. Он же ж там это. Мы выяснили наконец-то. А до этого они не знали. До этого они это самое. То есть, как по мне, это вообще попытка использовать таких, как Фейгин. Ну, это игра с огнем, потому что это люди, которые специализируются на разъединении общества, на идеологических диверсиях и тому подобное. Поэтому, ну, для меня это дно. Для меня дно, что какого-то черта ФСБшного возят на Змеиный для того, чтобы показать, а он будет выдавать одну историю, будет рассказывать. Да поймите, люди, наконец, что нету разницы между теми, кто рассказывают, как Капранов со стороны западной части нашей страны, так и тех, кто пытаются выдать себя за восточную часть нашей страны. И рассказывают, одни бьют, тільки українська мова, вторые, русский язык, а в это время граждане Миндич, Шефир и компания воруют ваши деньги. Игорь Владимирович, я был в таком культурном шоке. Генштаб Вооруженных сил Украины выходит и говорит, а ни одного снимка со спутника Притулы мы не получали. Подождите, но вы же помните эту историю? Собирали, потом сказали, нет, спутник будет. Вот мы, не переживайте, этот мега-супер сбор, мы отправили спутник. И все такие, спутник, ничего себе. И проходит вот, ну сколько там, 1,5 года, да? Это где-то так, по-моему, да? 1,5. Угу. То есть, и, ну, мы получаем вот эту вот чудесную информацию. Хорошо. Так, а зачем Притуле спутниковые снимки с этого? А что он снимал? Какую часть света? Снимал ли он вообще что-то? И вы знаете, ну так получается у нас все. 600 тысяч гривен, по-моему, да? Или сколько там обошлись вот эти... Вот эта аренда. Аренда, да, аренда и снимки. Александр, я глубоко убежден, что все вот эти мегаблогеры, мегаблогеры-волонтеры, которые проводили сборы, потом у них появлялись рейндж-роверы, там квартиры, виллы и так далее, они должны пойти под следствие, суд и на рудники с киркой и лопатой. В желтые воды желательно, чтобы не размножались. Там урановые у нас родники на всякий случай. Когда я говорю не размножались, я не имею в виду физиологически. Хотя я прошу прощения, 600 миллионов тут чат поправляет. Да, 600 миллионов, извините, да. Спасибо большое. Продолжайте. Этот самый, чтобы они не размножались. Ни идеологически, ни практически, ни физически, никак. Потому что это паразиты, это мародеры и паразиты. И они могут критиковать там где-то в чем-то Зеленых, Зеленского, еще кого-то. Они рафинированные зеленые гниды, которые благодаря режиму Зеленского нажили машины, яхты, пароходы, квартиры и так далее, и так далее. Упивались виски, занюхивали коксом, у Гороховского на квартирке собирались. Там, это касается от Лаченов до Шевченко Андрюши. Понимаете? Потому что можно быть выдающимся спортсменом, великим спортсменом и гнилым человеком. Ну, еще одна тема. Она очень острая и животрепещущая. Значит, какая-то пошесть в последнее время из нахальных
ужасных задержаний ТЦК. Село Чумаки Днепропетровской области, в общем, поймали в гражданском, в очках какие-то ребята, закинули в бус. Вся сеть смеется, потому что когда тащили мужчину, у него слетели штаны, и, в общем-то, сзади было коричневенькое, и все так ха-ха-ха, понимаете? Но там может быть все что угодно, и коричневенькое, и Ничего красненькое, смешного. и Ничего. желтенькое, понимаете? И все будет, потому что мы имеем систематический ужас, который происходит вот прямо сейчас, да, среди народа Украины. Попадают там актриса театра и кино, вот эта Репина, Елена Репина, да, говорит, мужа. Которая в «Слуге народа» снимала. Именно, она же снималась в «Слуге народа», она в этих всех скетчах, популярных сериалах, СТБшных тоже в том числе. Значит, пережила, ну хорошо, хоть отделалась легким испугом, а некоторые не доживают. А некоторых везут в психбольницу. И не доживают некоторые до добровольной этой Я медкомиссии. вот это, да, я вот это ж уже задумался, мы уже, Зеленский уже карательную психиатрию запустил, или это так, пробные камешки, потому что уже некоторых женщин в психбольницу вести начинают после бусификации их мужей. Представляете, уже ж видео есть, все. Я скажу так, бал сатаны. Я сделал картинку, вы помните эту дикую историю с бусификацией кота? Вот, я сделал картинку на обложку в YouTube, где кота-бегемота волокут ТЦКшники. И как раз под музычку оттуда. Вот точно больше ничего комментировать не надо. Это бал сатаны. Они калечат нацию. Они сделали все, чтобы оттолкнуть людей от защиты Отечества. Это опять же о том, что мы говорили. Да горение все, оно все пропадом. Да сгорит Днепр, да хай горит Днепр, да Полтава, хай Полтава, Кривой Рог. Вы когда видели этого зеленейшего у себя на районе, в квартале 95? Не хочет съездить, я имею в виду не киностудию, а реальный квартал города Кривого Рога. Спросить там, может, это, помочь городу как-то надо, еще что-то. Понимаете, посмертно награжден город Купянск званием героя, города-героя. Посмертно. Купянска нету, но звание город-герой есть. То может... Ну, понимаете, и когда... А помните Горбатюка, прокурора? Ну, был Ну, такой конечно, прокурор, Горбатюк. конечно. Конечно. Майданом занимался, я помню. Вот Не, ну прям. Он я работал оказывается, тогда. внезапно, он оказывается где-то в ВСУ, в каких-то подразделениях, которые могут включаться и давать комментарии. И выходит и дает комментарии. ТЦК, вы вообще что делаете? К вам приходят люди-добровольцы, а вы их сажаете в один подвал, в один отстойник с теми, кого за ноги, за руки тащите и засовываете туда. Вы хотя бы как-то разделяете. Люди пришли защищать страну на патриотических чувствах, а их с вот этими вот отловленными сажают. Селекция. Ну, я хочу, чтобы Горбатюк показал человека, ну, человек 10 хотя бы, тех, которые за последнее время добровольно пришли в ТЦК. Их нету. И нету как раз по вине руководства страны, зеленейшего и зеленых гнид. От их, по их вине, нету добровольцев. Они сделали все, чтобы не было добровольцев. Они в закон о мобилизации не записали даже гипотетическую демобилизацию. Никакую не записали. То есть, от тебе вход, а там стена. А под стеной пулеметчик. Ну, грубо говоря.
Понимаете? Поэтому Горбатюк пускай расскажет другие вещи. У меня к нему вопросов, но эта тема, если мы у нее уйдем, Александр, то это еще на один эфир. Я же на самом деле, работая в комитете правоохранительном в 8 созыве, инициировал в том числе и заслушивание Горбатюка, ну, с его спецотдела. Вот. И там картина очень и очень плачевная. Вот. Это, ну, там, ну, масса, там, помните, вот этот Куценко, конь в пальто, в розовом пальтишке. Его на взятке сейчас поймали. И он, ну, да, я ж помню, как он рассказывал, что Мосейчука, Корбана, вы помните, покушение на Шокина, там стреляли снайпера. А оказался что? Он, Мосейчук в эфире у Шелеста, а Куценко под уголовным делом за взятку. Так, мне тут пишут уже в чате, давай уже читаю вопросы, давайте по вопросам пробежимся. Значит, поехали, сообщество YouTube сначала. Значит, добрый день, Игорь Владимирович. А что по политзаключенным? Было много разговоров, что Трамп поспособствует, пока тишина. Денис Смирнов интересуется. Это очень болезненная тема для меня. Там вот я говорю сегодня о карательной медицине, так там сейчас пытаются, например, в Лукьяновском СИЗО, я сегодня писал об этом, устроили провокацию, сидит там такой Ванька Рудой. Ванька Рудой – это чувак, який був смотрящим от зеленых гнид, возглавляв країв. Ну, за легализацией азартных игр. Косили бабло через него. Ну, он там охренел до такой степени, что сам угодил в СИЗО. Так вот, его там используют, опять же, что, знаете, как мы все эти сериалы смотрели, или фильмы, книги читали, «Случаи войне», да, так называемые. Так вот, теперь Ваньку Рудова использовали, там, пытались Дубинского спровоцировать, потом он устроил дебош, пытался поджечь камеру, призывал к бунту и так далее. Это очень тяжелая тема, и решить вопрос политзаключенных может только свержение режима Зеленского. По-другому, пока не отойдет зеленейший, ничего не будет. Сразу скажу, чтобы нам еще с Александром не пришили повалення конституційного ладу, что я за свержение Зеленского в рамках Конституции. То есть вот, я рассказывал 100 раз, как это сделать, могу в 101 кому надо рассказать. Конституция предвидит свержение узурпатора. Значит, здравствуйте, Игорь. Скажите, вы согласны с выражением своего друга из Кошица, что война это хорошо, воевать должна чернь или третья палуба? Спасибо, берегите себя. Александр и Игорь, Людмила. Первое, воевать должна элита в первых рядах, вести всегда за собой. Дети элиты должны быть рядом, тогда это война. А если гонят вперед черни, то это, знаете, как заградотряд просто стоит. Что касается поддевки по поводу друга с Кошицы, я не разделяю очень много нынешних взглядов Михаила Чаплыги. Я ему это в глаза говорю, я ему предлагал дебаты устроить на эту тему. Он сказал, я пока на дебаты ни с кем не выхожу. Дональд Трамп не может не понимать последствия возможной передачи режиму Зеленского ракетных комплексов, которые способны нести и атомный боезаряд, считает глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий в России. Пойдет ли Трамп на Карибский кризис 2.0, как вам кажется? Ну, Слуцкий прекрасно знает то, что мы с вами в эфире обсудили. Прекрасно знает, что никто никому ничего не передаст. И продолжает стебаться над зеленейшим,
и глобалистами, этими леволибералами, неотроцкистами, которые бегают, хлопают в ладоши, ну, что кто-то кому-то что-то передает. А плюс вот такими вот высказываниями они ж красиво держат в тонусе российский народ. Ну, вот есть же угроза, передадут. Угрозы-то нету, потому что никто ничего не передаст. Но зато можно ж красиво так народ, хоп, вставай, страна огромная. Ну, понимаем, да? Вот так вот. Чат трансляции. Александр, спросите Игоря, кто курирует незаконную вырубку лесов в Карпатах? Все курирует только офис президента. А офис президента без зеленейшего пальцем не пошевелит. А Воська спрашивает. Ігор схудав. Дуже гарно виглядає. Чи він збирається знов триматися Великого Поста? Збираюся. Михаил Цыплаков. Игорь Владимирович, будут ли дальше увеличиваться обстрелы Полтавы? Будут. К сожалению, будут добивать газовыдобычу, будут выбивать связанные с этим стратегические предприятия в городе, будут выбивать логистику, потому что Полтава, кроме всего, еще это и логистика и в сторону Днепра, и в сторону Харькова, и в сторону Сум. Поэтому, к сожалению, будут. К моему страшному сожалению, потому что у меня практически больше половины семьи живет именно там. Пользователь Котенок Граф. Здравствуйте. Вы знаете что? Арестович объединил украинцев и россиян в комментариях у Собчак. Впервые мы там не ругались. Было очень весело, интересно и мирно. Это феномен? Я еще раз говорю, я не разделяю поведение Арестовича. Я аплодирую Собчак. Как по мне, она красиво раскатала его, даже унизила в чем-то. Вот. А мне было, вот, ну, честно, неприятно. Вот. Ну, Александр по понятным причинам попытался в эфире сегодня смазать это дело, но Смазать что? Подождите. ну, русскоязычные, Не, мы украиноязычные. с вами дискутируем, подождите, а мы не только по поводу Арестовича, мы по поводу всех тем можем с вами так зацепиться, что будь здоров, и по поводу Можем, ЧВК, которых надо отправлять, можем. бывших И цеплялись, ВСУшников, и цеплялись, поэтому тут нет, это для А того... я и сейчас говорю, а вы в Арестовича по поводу ЧВК спросите. Я А, думаю, он повторит, ну, плюс-минус то, что я говорю. ну, посмотрим. Значит, так... Петр Малышев, а вы бы поехали на поклон к Путину? На поклон нет. На переговоры, да. Так. Прошу различать дипломатию, тактику и раболепие. Значит, вопрос от Наташи. Для чего сохранять Украину для русофобов? Вот так сформулирован вопрос. Наташа, Украину надо сохранить для украинцев и для наших детей. А русофобия, как и украинофобия, это зло. И русофобия зло, и украинофобия зло. Сегодня ратифицировали в Госдуме военный договор с Кубой. Что можете сказать по этому поводу? Ну, Российская Федерация пытается обрастать союзниками, где-то сильными, где-то послабее, разными. Ну, это тактика, это нормально. Ихняя, для них нормально. Сергей Пилипушка. Свержение Януковича было конституционным? Нет. М, Ну, так как и его бегство. Да, друзья, ну здесь вот бомбардирует вопрос, признает ли собеседник, что с 2014 года украинцы убивали своих же мирных жителей в ЛНР, ДНР. Ну,
Ну как, ну как Ну, убивали, ну что? послушайте, если я скажу не убивали, я совру. Да. Если я скажу, что целью было убийство, это не так. Э, Мы все свернули по ряду разных причин не в ту сторону и пришли к тому, к чему пришли по состоянию на 2025 год. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот эфир. Игорь Владимирович, я очень благодарен за, как всегда, живой, интересный, эмоциональный разговор. Спасибо вам, Александр. Спасибо зрителям нашим. Привет Селюку. Это самое, передайте ему, что перечитывал стихи Байрона и Вольтера, посвященные украинскому селяку Ивану Мазепе. Это он толкнул меня на это. Да, Игорь Васильчук был моим собеседником сегодня. Спасибо, друзья, за то, что посмотрели этот эфир. Поставьте, пожалуйста, лайк. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света.